Привет, друзья! Вы на канале Кариевая жизнь на Кипре. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать максимально полезно о вопросе, который волнует многих наших зрителей: как выбрать агентство недвижимости, как найти того самого риэлтора и вообще нужны ли они на Кипре. Я не буду сегодня заниматься агрессивной рекламой нашего агентства недвижимости, с которым мы сотрудничаем. Я не буду принципиально рассказывать, называть его название. Кому интересно, вы можете написать на WhatsApp, Telegram, мы вам расскажем. А в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам, как человек, который связан с недвижимостью, который прожил на Северном Кипре энное количество времени, я хочу сегодня лишь вам порекомендовать, на что надо обратить внимание, рассказать про политику застройщиков на Северном Кипре, про специфику, потому что она отличается от многих других стран. Год назад я уже снимала похожее видео, но сейчас я уже более опытный в этой сфере человек, поэтому я хочу вам более глубже донести информацию. Как я уже многократно говорила в предыдущих видео, что северная часть острова Кипр долгое время находилась в такой спячке, и очень многие люди не знали про существование вот этого Северного Кипра. Все летали на южную часть Кипра, отдыхали, покупали себе недвижимость, также там открывали компании. Кстати, я работала бухгалтером долгое время в 2 компаниях, и все они были зарегистрированы на Кипре. И я даже не знала, что есть Северный Кипр, Южный Кипр, потому что нам не рассказывали по телевизору, по радио, по истории мы это не изучали. На Южном Кипре туристам вообще рассказывают, что на Северном Кипре военное положение, что здесь нету нормальной жизни, придумывают разные небылицы. Но благодаря тому, что сейчас время высоких технологий, время сетей, время связи, и мы через Инстаграм, через YouTube, через своих знакомых, друзей узнаем информацию про Северный Кипр. И мы вот узнали, что здесь на самом деле очень-очень сейчас все развивается, жизнь кипит. И это здорово. И сейчас вообще какую-либо информацию очень тяжело утаить от общественности. На самом деле сейчас на Северном Кипре идет такое перенаселение, идет большая стройка. Почему? Потому что многие люди приезжают жить, отдыхать, инвестировать на остров. И, естественно, любому человеку, как и животному, как и птице, нужно гнездо, нужен дом. И поэтому вот сейчас застройщики усиленно строят объекты недвижимости. Районы растут каждый год. Если еще 10 лет назад в районе Скеле было чистое поле, а 5 лет назад было только пару комплексов, в которых можно было отдыхать, то сейчас там уже много комплексов, там уже школа, и там уже можно полноценно жить. И через еще 5 лет там будут и торговые центры, и больница. Мы знаем планы, которые там на Лонг-Биче и дальше, и Небазичи, Фомагуста. Там на самом деле будет шикарная застройка, малоэтажный, многоэтажный, на любой вкус и цвет, как говорится. И там можно, конечно, полноценно жить. То же самое касается и района Санта-Пе. Там когда-то, 15 лет назад там тоже было пусто. Но затем туда начали вкладывать деньги как раз-таки иностранцы, и этот рынок начал развиваться. И сейчас он продолжает развиваться. Там будут шикарные комплексы, там будет такого санаторного типа курорты, будет такой мини-бодрум. В нашем районе также все строится, развивается. Но, конечно, здесь такая более укладистая жизнь. Но если вам нравятся горы и кипрский колорит, то вам обязательно однозначно к нам. В общем, подробно про районы я уже рассказывала в предыдущих видео. Пролистайте
переживайте, сейчас тема немножко другая. Как же выбрать агентство недвижимости, их обязанности и вообще зачем они нужны? Итак, застройщики строят объекты недвижимости. Они не могут давать рекламу на весь мир. Это очень дорого. Также они не могут снять огромные офисы, посадить туда 100 человек персонала для того, чтобы они общались с клиентами на разных языках. Им проще заключить контракты с агентствами недвижимости, которые в свою очередь имеют персонал, сотрудников, которые через соцсети, через Инстаграм, Ютубы, застройщик при формировании цены на недвижимость закладывает процент, комиссию, которую он должен выплатить агентствам недвижимости, риэлторским компаниям, с которыми у них договор. Для всех компаний цена одинаковая. Также для всех людей цена одинаковая. Если вы прилетите на Северный Кипр и сами напрямую придете к застройщику, то он вам продаст этот объект недвижимости по прайсу, по которому он бы вам продал, если бы вы пришли и с риэлтором. Но он вам даст небольшую скидку, так же, как он бы вам дал. Но некоторые застройщики дают небольшие скидки, также дают они, если бы вы пришли и с риэлтором. Также знаете, что у каждой риэлторской компании есть свой процент, и чем больше компании, тем больше. Понятно, что заинтересован застройщик, чтобы крупная компания, у которой большая клиентская база, у которой большая команда, давно работает, у них, естественно, больше клиентов, чтобы они приводили к этим застройщикам, и застройщик дает для них хорошее вознаграждение, комиссии. И очень часто вот эти комиссии могут, такой вот бонус, подарок делают своим клиентам, и этой комиссией могут поделиться и с вами. Поэтому знайте, если вы придете напрямую к застройщику, то вы точно дешевле не купите. Даже наоборот, очень часто застройщик, чтобы не упасть в глазах крупной риэлторской компании, которая приводит ему много клиентов, он готов делать скидки, что будет вам, конечно, выгоднее. Но если в сделке не будет риэлторской компании, то выиграет только застройщик. Ему никому не нужно будет платить комиссию, вам он точно не выплатит, потому что вы так и так купите его объект, и в следующий раз вы ему никого не приведете. Вы не агент, у вас нету с ними договора. И в конечном итоге всем хорошо, и покупателям, и риэлторской компании, и даже застройщику, который продал через эту компанию, следовательно, компания заинтересована, и придет еще больше и больше покупателей этому застройщику. Раньше мне показалась такая схема очень непонятно, я думала, что это неправда, но поработав в этой сфере, я узнала, что действительно это так. От того, что вы обратитесь в риэлторскую компанию, вы ничего не потеряете, а только приобретете. Вот такая политика у застройщиков на Северном Кипре. Итак, как выбрать риэлторскую компанию, к кому обратиться? Я вам дам несколько очень важных таких советов, которые вы обязательно запомните. Очень хорошо, если у агентства недвижимости есть в названии аббревиатура Real Estate. На Северном Кипре таких компаний на пальцах можно пересчитать. Это что означает эта аббревиатура? Она дает право продажи недвижимости, не только рекламы, но и продажи, а также и строительства. Второе. Обратите внимание, чтобы в риэлторской компании, в агентстве недвижимости обязательно был офис на Северном Кипре, куда вы можете прийти в любой момент. И очень хорошо, если в компании, как в нашей, например, есть офис в Москве, на Украине, в Казахстане, в Германии. Это говорит, что компания статусная. Это говорит о том, что она уже с огромным опытом, что она богатая компания, она может позволить себе снять офис, нанять штат. Это очень важный момент, потому что некоторые риэлторы прилетают, даже оформляют компании. В принципе, открыть компанию здесь не составляет
составляет труда. Нужно определенное время, количество денег и все. Но при этом они сами живут на съемных квартирах. И теперь ответьте мне на вопрос. Вы уверены, что этот риэлтор, у которого даже нет офиса, через 2 года, когда построится ваш дом, 2-3 года, будет на Северном Кипре, если даже он здесь, у него недвижимости даже здесь своей собственности нету с титулом? Также обратите внимание, чтобы агентство недвижимости, риэлторская компания на Северном Кипре существовала 5 и более лет, чтобы у нее была хорошая репутация, отзывы, чтобы у них был огромный опыт, чтобы была большая команда, чтобы они могли решить все ваши вопросы, а не впервые для них это какой-то вот случай. Когда у них уже огромный опыт, много людей, уже повторяющиеся истории, если не одного, то второго, то они быстро принимают решения. Они знают, на что надо обратить внимание. И поверьте, когда компания крупная, у них не в их интересах вам что-то втюхать, потому что у них и так много продаж, у них целая команда, у них большой опыт. Также в таких компаниях есть, вот я говорю, например, про свою компанию, с которой мы сотрудничаем, есть очень важно постпродажный сервис. Они занимаются сдачей в аренду, также они занимаются страхованием. И я хочу сказать, что в нашей компании адвокат не приходящий наемный какой-то, а свой личный адвокат, киприот, который полностью смотрит, чтобы вся земля, все сделки были чистыми, есть ли разрешение на землю, который сам дает запросы. И вот я хотела снимать видео определенного объекта, потому что я увидела у другого блогера, и мне сказали, не снимай. Вот это все виллы, а последняя вилла, она под арестом. Там не очень хорошо. Также комплекс очень известный. Мне позвонил застройщик, не только мне, я знаю, что потом снимали другие блогеры, и мне не разрешили снимать, сказали, что тоже там проблемы с документами. И, то есть такое, знаете, не совсем прям вот бывает ситуация, когда запрет на все плохо, но есть риски. И поэтому очень важно, чтобы были компании, которые не хотят брать на себя вот эту ответственность, риски, и вам не советуют, стараются вас увести и предлагают хорошие, рентабельные, ликвидные проекты. Также, когда крупная компания, вот о чем это говорит, когда она богатая, вам обеспечат трансфер, вас заберут с аэропорта, вас устроят, например, на просмотровый тур, поселят не в самые дешевые апартаменты в комплексе, а в самые лучшие. Наша компания селит людей в такие комплексы, как Мальдивы. Даже сейчас нету там мест, но для нашей компании волшебным образом находят место для наших клиентов. А также, ну и в других комплексах в районе Эскиле. Также, еще раз повторюсь, что в компании должны быть люди, которые занимаются образованием. У нас эта девочка, она туркоязычная, она знает английский, немецкий, она разговаривает на 4 языках, устраивает детей в школу. И некоторые школы трудно говорят, что у них нету мест, но когда для нашей компании тоже волшебным образом находится место для детей. Ну и пройдемся по моментам, которые должны вы знать, какие обязанности входят в услуги риэлторских хороших агентств недвижимости. Для начала с вами связывается менеджер и с вами знакомится. Он хочет узнать, для каких целей вы хотите вообще приобрести недвижимость, что вам нравится, какой вы человек и какой у вас бюджет. И уже под ваш запрос он, зная рынок, зная все, что есть на сегодняшний день, он вам предлагает. Вы изучаете, смотрите, вы общаетесь, что-то корректируете. Далее вас приглашают на просмотровый тур. Некоторые люди не могут приехать, они согласны купить онлайн. Я, хоть являюсь представителем компании, которая продает онлайн, я все-таки хочу, чтобы вы сами приехали на Северный Кипр и на своими глазами посмотрели. Не потому, что я чего-то боюсь, нет. Я просто считаю, что если человек покупает квартиру, дом, это, говорю, не семечки покупает в магазине, то пусть он найдет время, пусть он найдет деньги на билеты, которые сейчас дорогие, да, и прилетит, все равно прилетит, чтобы он все равно посмотрел, и чтобы ему было спокойно, и чтобы было спокойно этому агенту, потому что все равно переживают внутри, хоть это все идет как на потоке, все равно они уже опытные люди, но все равно у них есть переживания, ответственность. Также у меня есть переживание, ответственность. Как вот я хочу, чтобы вы сами вот прям посмотрели своими глазами, окунулись и вот приняли решение.
Итак, вы прилетаете, вас встречают в аэропорту, поселяют в апартаменты, в хорошие апартаменты. С вами работает менеджер, возит вам все рассказывает про Северный Кипр, влюбляет, вы ездите, кушаете, вас возят по застройщикам, вы смотрите все объекты, что есть на сегодняшний день, какие цены, все рассказывают, ничего не скрывая. Вы говорите свои пожелания. Далее, когда вы определяетесь, там уже дальше идут моменты уже там оформления, пересчет, дальше уже идет конкретно по сделке, решает также ваш менеджер, он ведет вас дальше. Когда уже вопросы с покупкой недвижимости решены, далее, если вы купили готовую недвижимость, то менеджеры с дизайнерами помогают укомплектовывать вам квартиру. Они знают, где выгоднее купить. У них есть уже места, где хорошие скидки. Нашему клиенту за 2 дня укомплектовали полностью квартиру. У нас был рекорд. На самом деле очень важно, чтобы работала команда. Девушка устроила детей в школу, записала, съездила. Далее человек съездил, показал остров, интересные моменты, потому что менеджер, который занимается квартирами, но иногда не может, у него большой поток людей, он именно по специфике, он должен понять, что вам надо, он профессионал в этой сфере. Гулять по Кипру у него просто нету времени, и поэтому, а вы же не должны быть одни, поэтому вам предоставляется вот 3-5 дней, вы не одни, с вами работают люди, работает целая команда. Также вас отвозят в аэропорт, и вы улетаете. Потому что, смотрите, если маленькое агентство недвижимости, 1-2 человека, а если что-то случилось вот с этим человеком, там он заболел, куда-то уехал экстренно, а вам квартиру принимать, вот кто будет ей заниматься? Поэтому обращайте внимание, что была компания достаточно с хорошим именем, с хорошим штатом, команда. Вот, и если вашу квартиру надо сдать в аренду, то наша компания занимается сдачей в аренду. Также делает ВНЖ, открывает вам счет. В общем, она делает все, что вам нужно для полного счастья на Северном Кипре. Итак, друзья, я надеюсь, что мое видео для вас было полезным. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы знать, когда выйдет мое новое видео. И мне очень приятно от вас получать теплые слова, отзывы, когда вы рассказываете, что вы всегда смотрите наш канал, вы виртуально на Кипре, что ваши дети изучили все мои видео. Я стараюсь быть максимально полезной, я хочу, чтобы ваша мечта осуществилась. Также я вам хочу сказать, что нужно быть очень аккуратным. Кипр на самом деле, как и любое другое место на земле, он не всех и принимает. И здесь, чтобы жить, здесь нужны деньги, здесь не так просто, как кажется. Но я общаюсь с людьми, вот с кем я дружу, у нас целая банда, мы играем в мафию, мы ходим на танцы. Если бы вы представляли вообще, какая у меня здесь бурная жизнь, то я скажу, что люди абсолютно разного достатка. Кто-то бежит на работу, потом вечером мы там гуляем, кто-то, ну вот, разные судьбы у людей, но всем здесь нравится. Вот всем, вот моей компании всем здесь нравится. У нас люди от 20 до 50 лет. Поэтому, друзья, спасибо, что досмотрели меня до конца. Я вас жду на Кипре.